Всем привет! Мы продолжаем проходить Bloodborne. У нас сегодня в меню старина Лагариус в замке Кейнхёрст. Я уже сейчас нахожусь в этом замке. И потом мы отправимся в Верхний Соборный округ. Там у нас будет босс Ибраитас. Но сначала для этого Верхнего Соборного округа нужно найти ключ, который я пропустил, кстати, к сожалению, на прошлом стриме. Давай сначала сегодня начнем с Лагариуса. Попробовал я его на прошлом стриме пару раз. Не получилось. Попробуем, может, сегодня получится. Почему бы нет? Так-то, в принципе, понятно его атаки. Правда, бежать до него далековато. Ну ничего. Чуть-чуть получаем за трещин. Ну а что делать? Так, сейчас выше, потом наверх, на крышу. С крыши мы падаем вот сюда. Потом отсюда бежим ниже. Вот так. Все, теперь наверх, и там босс. Вспомнил, куда бежать. Кстати, можно попробовать пилу намазать огненной бумагой. Вчера я пробовал молниевой. Что-то как-то не особо зашло. Давай теперь огненной попробуем. Так, поехали. Старина Лагариус. О! Тут же получил мощнейшую оплеуху. Да, вот как-то что-то как-то не зашло вообще. Что-то дед какой-то сегодня злой. Ну еще. Надо разыграться, я думаю. Чем быстрее на него наскакиваешь, тем как-то лучше получается его лупить. К нему надо подойти и прям лупить и лупить. А когда он во второй фазе тусуется, нужно пытаться его парировать. Когда ты его парируешь, ты наносишь ему вообще лютый дамаг. И он парируется. Но тут надо именно выиграть время. Причем, как и все боссы, он также лупится вот с помощью вот этих вот оружий. Можно, конечно, для интереса попробовать клинки милосердия. Ну, не знаю. Орут все. Сейчас попробуем несколько траев его пилой полупить. Если не получится, можем для прикола еще попробовать клинки. Разница-то какая. Короче, в данный момент я уже знаю, где 3 босса можно найти, которые не сюжетные. Это вот Лагариус, потом Ибраитас и еще одна падла там, которые, ну, такая же, которые у нас вчера висели на зданиях. Я забыл, как ее назвать. Но знаю, как до нее добежать таким коротким путем. Не знаю, стоит ли вообще пользовать еще, пробовать бумагу. Вот, амигдала, точно. Вот, до амигдала я срезку открыл.
Там тоже такая противная локация, все тебя травит вокруг. Так, дедуля. Блять, я к нему, он от меня. Вообще, типа, ему бэкстебы можно лупить и заряженными ударами хлопать. Так, дед, ну ёб твою мать. Уже слыхал, его мобилизацию мутит. Там, по-моему, неверно переданы, ну, типа, вы должны, типа, почувствовать разницу между мобилизацией и, как там, военным положением, во. Так что, не переживай. Чё-то как-то дедуля это как пока не идет. Вчера гораздо лучше. Вчера его там просто на петушечке оставалось ему. У меня просто хилки кончились, я бы его заковырял со второго трая. Ну, на парло я вообще просто как зверь налетел и отмудохал с одного трая просто. Вчера он слег. Вот мудацкая уродина, блядь, все равно зацепила. Да давай ты залезай. Бля, 10 лет ползет. Ну пусть кипит, им полезно. Я тут себе руну как раз поставил, чтобы как вчера не получилось. То что хилки закончились, у меня теперь с собой на 2 пузырька больше. Я потом ее поменяю. Там у меня стояла какая-то получение больше отголосков крови, если ты там наносишь смертельные атаки, что-то такое. Сейчас она пока мне не нужна, так что уж лучше на 3 хилки больше. Короче, надо, я думаю, вот что. Сначала подразыграться, вспоминать его атаки, а потом пуху уже мазать во все. Не знаю, огненная бумага, не огненная. Может, разницы никакой вообще. Но я сбиваю его атаки немного. Это хорошо. Давай-ка мажем пуху. Где он? Блять, я где-то не вижу. Ну, лечись ты, ёпта мать. Это я вообще окошек не вижу, чтобы адекватно его парировать. Хотя... Где он? Все, дед разошелся. Спокуха. Ну дед, ну ёб твою мать. Херня, сейчас заколотим его. Надо чуть-чуть в сторону от него отходить. И нормас. А, перебор. Ну, жадничать. Нехер жадничать было. Вчера, в принципе, такой же расклад был. Торопишься ему наебывать. Надо выжидать, вот, когда у него чуть-чуть остается. Выжидать момент. Хер его знает, может сейчас правда с парированием попробовать.
Он мечи призвал, надо его с этого места выводить. Ну не знаю, мечи-то все равно в тебя летят. Попробую, конечно. Блять, все равно подача. Когда он во вторую фазу переходит, блять. Никогда же не скидывали, но ёпа мать. Точки ебучие. Пиздец. Чё, когда он во вторую фазу переходит, заряженный ему в спину сделать. Ну я понял о чем ты. Мечи, чтобы убрать, надо клинок разбить, который он вставляет. А я что-то даже не заметил, где у него там этот клинок находится. Он же постоянно своей косой машет и все. Или там еще какой-то дополнительный клинок стоит на арене. Не знаю, что-то не видел. Такие детали явно не сразу замечаешь, потому что ты как бы видишь босса, ты чисто на нем концентрируешься. Есть ли резон мазать пушку какой-нибудь бумагой? Вот как-то... Да, блять. Что ты замудила-то? Я вот что-то не заметил насчет молниевой бумаги. Какого-то особого отличия. Там как-то на плюс 20, может, максимум урон повышается и все. У него коса и меч. Ладно, я постараюсь повнимательнее посмотреть, что он там вообще во второй фазе творит. Просто когда ты его пиздошишь, как бы ты в основном только его атаки видишь, а что там творится вообще по бокам, я даже не вижу. Так-то, наверное, с этой крыши можно хорошо упасть. Если туда-сюда прыгать особо сильно. Хотя я, может, я не особо обращал внимание, если там этот, как его, если там бордюры какие-то. Не, бордюров нет. Давай, старый пес. Блять. Через эти башенки он тебя тоже ёбает. Все, надо хуячить от него. Ну, половинку-то содрал уже. Ой, рискую, блядь. Тихо, 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 тихо. Лечимся. Тихо, 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 ну ёбаный ты цвет, дед, иди нахуй. Сука. Опять жадничаю. Только на его камбуху попадаешь, пиздец. Тебя заколачивает просто. Он там по 8 ударов делает. Ты пошатываешься от одного, тут же он тебя другими атаками догоняет, тебе пиздец. Там очень-очень маленькая окошко выходит, чтобы от него свалить.
Кстати, а как эта херня... Блять. Ёбаные ты уродцы, нахуй, а. Пошла нахуй. Вот пошла нахуй. Только не говорите, что я еще раз ебанусь. Сучки долбаные, а. Блять, даже наверху достает. Ты смотри, какая гнида. Пиздос. Ничего, бля, первым делом, пока бежишь, надо сначала стрелка убивать. Хотелось бы как-то не очень много останавливаться по пути к боссу. Ребят, урона понаковыряли, четверть здоровья, просто пока бежишь до босса, отлично вообще. Ёбаный дед, блядь, забрался на чердак. Бесит, сидит там. Короче, заходим к нему только сбоку. Да чё ты его, блядь, фокус-то не берешь? Уёбака. Жопа. Да бери ты его в фокус, утырок. Ну, заряжены. На 6 соток. В принципе, я бы мог и так ему этих 6 соток снять. Блять. Я же в него прям прыгал. Хуёвый край сразу видно. Вот меч, я вижу его. Но к нему подойти не дает. Все, дед злой, пиздец. Опа. И вот так вот ему. Уебище. Иди сюда. Ну-ка давай. Оба. Парирование, детка. Давай добьем. До свидания, дед. Ебучий. Вот так ему просто. Но в этой фазе он начинает, во второй он начинает быстро атаковать, и поэтому его проще так поймать на парирование. Вот именно, да, сука, да. Да, деточка, да. Постоянно. Главное, короче, да. Главное разбить, короче говоря, меч. Умудриться к нему подбежать. К этому мечу. Он потому что старается вокруг него прям тусоваться. Разбиваешь этот меч, который из-за него перестают на тебя сыпаться маленькие мечи сверху. И потом просто ловишь деда на парирование. Корона иллюзий. Что это за хрень вообще? Это одежда, что ли? Да, слушай. Почему мне нельзя ее одеть? Это для избранных? О. О, и батя в короне вообще. Ага, глаза чем-то гуталином намазаны все равно. Видимо, игра подзаглючила. Я не делал ему никаких татуировок. Пиздец, крысиный король, короче. Хуйня. Хотя...
Ну да, в основном она кровавая защита только хорошая. Всё остальное... Ну блин, короче, ладно. Треуголка мне больше симпатизирует как-то. Я уже к ней привык. Она приклеилась ко мне. Так. Мы сейчас уйдем в ссаную локацию. Берем ключ. Ой, блядь. Не так кнопка. Идем в ссаную локацию, берем там ключ и траим Браитаса. Только я не знаю, где он сидит, поэтому его еще найти надо будет. Фонарь, да, фонарь. Чик. Погнали. Сон охотник. Короче, там, где бабки с серпами бегают, где вот это вот, как ее там, амигдалы такие. Амигдалы разные сидят. Вот. Слушай, а может корону продать можно? Я не знаю, нужна она или нет. Сколько корона у вас стоит нынче? 35 косарей. Про нее бы почитать. Показать. Одна из ценных тайн Кейнхёрста. Говорят, что корона старого короля раскрывает тайны и разоблачает видение, что хранит секрет. Итак, Лагариус надел корону по собственному желанию, полной решимости сделать так, чтобы ни одна душа не открыла ужасный секрет, что видел он, спокойно садясь на свой новый трон. Слушай, а может быть корону надо напялить и к трону подойти? Бля, давай попробуем. Сейчас. Пузырей нахапаем. А, их нет уже, да? Понятно. Давай еще раз туда сбегаем. Что-то, мне кажется, я там не доделал. Ну вот именно из этой короны. Вместо Лагариуса. Там же фонарь точно. Прям всю локацию бежать не надо. Так. Я думаю, дело не в прививке. Хотя... А я ее продавать корону, видишь, хотел. Оказывается, что-то можно сделать еще. Еще кусочек замка. Прикольно. А там какой-то мегабосс? Что-то мне такое, ну, не кажется, как бы, но... Видишь? Так странно. Серые рыцари, но я не знаю из чего. Кстати, вот у них тут ноги в текстурах, либо у них такие маленькие ножки. У них ноги как будто отрубленные. Тут целая нога. А здесь он по половинке всего, недорисованный, короче. И да так, уснул, наверное. Рисовал, рисовал и вырубило просто. От прививки, ёпта. Так-то, конечно, есть резон в каждый уголок заглядывать, но... Наверное, ничего тут нет. Так, там кто-то на троне сидит. Посетитель. У меня нет подданных, но вот мой трон. Преклони колени передо мной. Или немедленно уйди. Сейчас мы присягнем королеве, подожди. И тут костерок сразу есть. Это не босс. Это не босс, это какая-то чика. Сейчас, подожди. Неоткрытые повестки.
Старые повестки, призывающие кого-то в Кейнхёрст. Старая повестка с печатью. Первое в своем роде приглашение в Кейнхёрст, но для кого? Оно неизвестно, поскольку отсутствует адресат. Баба его это кого? Так, ну костерок я запалил. Преклонить. Допустим. Посетитель. Охотник, пропахший луной. Я Анна Лиза, королева замка Кейнхёрст. Приятно познакомиться. Повелительница нечистокровных и заклятый враг церкви. Но мой клан мертв. Я пленница этой мерзкой маски. Что тебе от меня угодно? Ну, конечно, за щеку напихать. Принести клятву нечистокровную. Блядь, да давай. Так-так. Ты и верно необычный охотник. Я утомлена этими бесцельными ночами. Раздели мою участь и отрекись от церкви. Может быть. Если таково твое желание, я прошу тебя принять мою нечистую кровь. Прекрасно. Давай испей моей крови. Почувствуй, как порочность овладевает тобой и жжет изнутри. Так, кровушки глотнули, то, видимо, месячные были. Теперь ты тоже нечистокровный. Спасибо, блядь. У меня тоже теперь месячные будут? Каждый месяц? Ты и я последний из нечистокровных. Значок дали и разложение. Уважение. Я буду ждать возвращения за честь Кейнхёрста. И какой-то сгусток крови можно дать, короче, и что-то еще. Наверное. Вот это вещи ей точно не нужны. Так, мне дали какой-то значок. Вот, королевских стражей Кейнхёрста. Значок королевских стражей Кейнхёрста, преданных охранителей королевы нечистокровных Анна Лизы. Нечистокровные охотники по происхождению. Они охотятся и ищут сгустки крови. Охотник, который присоединится к ним, станет перед выбором: просто позаимствовать их силу или стать одним из них сердцем и душой. Возможно, это типа онлайн народ убиваешь, и потом есть сгустки таскаешь, она тебе что-то дает. Возможно. Не знаю. Так, что? А, еще она мне руну дала. Вот, разложение. Мастера ТТТ. Блин, это, по идее, лучше там смотреть. Во сне охотника. Что было, когда кровью бахнул? Она говорит, все, типа... Мы, типа, говорит Маугли, мы с тобой одной крови. Вот тебе значок, вот тебе руна какая-то. И все, если что, говорит, руны ко мне приноси. Ой, не руны, а какие-то сгустки крови. Где их брать, пока у меня ни одной нету, я не знаю. Так, вот давай посмотрим. Клятва Лиги, это вот в кооперативе мне дали. Клятва Лиги. Плюс 2% здоровья. Таскаю я увеличение скорости восстановления выносливости. А вот она мне дала разложение. Восстановление очков здоровья при смерти плюс 1. Да ну, такое себе. Мне выносливость важнее, чем то, что она предлагает. Так, все. Короче, погнали. Брать ключ. Площадь часовня, да, по-моему, Яргул. Я знаю там, куда идти. Причем я был внизу, в том месте, куда нужно мне сейчас идти за ключом. Но там, типа, все в решетке, и там, где люди как восстанавливаются мобы.
Вот, я знаю теперь, как туда попасть. Как говорится, все просто. Ну, так как ты по этой локации бежишь, просто сломя голову, тебе не дают нормально рассмотреть, куда же тебе все-таки надо. Вот отсюда. Чай тут. Опс. Бабки, отойдите. По-моему, где-то тут надо упасть. Подожди, ну не падай, не падай. Твою мать. Ну, вот мне, короче, сюда. Они меня хоть и спихнули, но упал я верно. Они мне практически сели на лицо, короче. Все. Оказывается, чтобы до конца пушку прокачать. А, вот эта падла, она отсюда звонила. И у нас... поэтому вот в этой вот маленькой комнате все мобы восстанавливались. Вот там мужик, это вот сундук я открывал. А тут еще дед прям подо мной он находится. Вот так. Сейчас падаем вот сюда. Оп. И берем ключ. Ключ к верхнему собору. Отсюда можно выйти, да? Туда сначала деда лупим. По левую сторону. Дедуля. I'm sorry, I'm late. Вот не спарировать эту гниду что-то вообще не получается. Все равно мое кунг-фу круче, чем его. Так, и теперь отсюда можно уже спокойно. Вообще, по идее, мне ко второму костру вообще, который тут есть в игре. Мне вообще, по идее, к нему. Так что давай до ближайшего доберемся, чтобы портануться. Не хочу метку охотника использовать. Глядишь, может быть, я еще нахряпаю этих отголосков, чтобы себе левел качнуть. Так, отсюда вот сюда. Хотя можно немного иначе было бежать, но не суть. Благо я эту локацию, твою мать, знаю. Отсюда наверх потрёкали. Придется еще на мост сбегать разок. Динь-динь-динь-динь-динь. Яичками позвякивает она просто. Бля. Ну давай вот этих вот. Чё они, да, бегают? Мы сейчас оптом тут зарубим. Вот так. Тыщенка плюсом не пойдет. Да, сон охотника. Сейчас на большой мост до 23 хилов мы поднимаем себе пузырьки, фармим и в другую локацию. Если получится быстро пройти вот этот верхний соборный округ с этим, с Ибраитосом, тогда мы еще и амигдалу попробуем сегодня заковырять. Там потому что локация, я все оббежал, как бы не все, конечно, подобрал, она очень дикая. Там все травит, мужики стоят на верхних этих, ну, на высоких камнях и кидаются в тебя огромными такими валунами. И вообще очень тяжело, там ты дохнешь просто каждые 5 минут. Поэтому я так вскользь, короче говоря, эту локацию оббежал. Просто посмотреть, что там есть, и добрался до босса. Как бы в этой локе больше делать-то нечего, по сути.
Причем она бонусная, босс не обязательный, это амигдала. Но... Кстати, в игре есть только один большой кровавый камень, который максимально качает пушку до плюс 10. Вот это, кстати, обидная тема. То, что ты не можешь за одно прохождение прокачать, ну, допустим, 2 хотя бы, да, пушки. Хера с 2. Так что максимум качается в игре только одна. Печалька. Не знаю, может быть в дополнении Old Hunters там больше таких кровавых больших камней. Ну, по крайней мере, то, что есть у меня, только один камень. Только одну пушку можно докачать до максимума. Я на них даже патронов не хочу тратить. Серьезно, с одного удара я теперь их убиваю. Проверяем. Да, прикинь, с одного удара. Вот что прокачка силы и ловкости животворящая делает. У меня сейчас сила прокачана на 50, а ловкость, ну, 29. Сейчас вот до 30-ника качу. Раньше мне на этих мужиков надо было, ну, без парирования, по-моему, удара 3-4, по-моему, сделать. Сейчас просто с одного. Тресь. Хорошая пушка пила. Ну, надо думать. Не зря она на обложке игры. В принципе, я думаю, если грамотно знать, какие пушки от чего скалируются и какие лучше всего, то просто выбиваешь эту пушку, качаешь до максимума. Ну, любой пушкой в игре можно завалить любого босса. Тут нет такого прям жесткого дисбаланса, типа вот у тебя есть, допустим, плетка, она же трость, и ты с ней, ну, максимум 5 боссов можешь положить. Нет, тут баланс такой выбран хорошо. Без разницы, какую пушку ты качаешь, просто ты берешь, какая тебе нравится, и качаешь до ее до максимума. И все. Так, 4 пузырька. Мне спускаться не обязательно тогда. Добираемся только вот до этих, до оборотней и назад. О, бери. Пузырек, пузырек. Все. Качаем плюс 1 уровень. И погнали открывать локацию. Какой-то у нас еще один, я босс читал про него. Он, по-моему... Бля, я даже забыл, как его зовут. Я знаю, что он весь в огне такой. Пушистый. Ну, давай. Оп, оп, оп. Угу. Та-та-та, ну, ловкость 30. Хорошо. В принципе, у меня еще корона не продана. Можно и корону еще продать. И тогда у нас будет побольше деньжат. И еще можно один, если что, уровень качнуть. Ну, не знаю. Соборный округ. Нам туда. Короче, по башне на самый верх. Там у нас тут дверь. Ну.
Вот у нас с этой барышни. У нас с этой барышни, насколько я понял, со временем босс появляется. Но только надо пройти какого-то другого босса. Давай же, раз я тут, поговорим со всеми. Бабуля. Здравствуй, дорогой. Что случилось? Ничего не хочешь рассказать? У меня есть своя доля несчастья. Кстати, она постоянно бабулька-то отшивала, так что что-то изменилось. О боже, бедняжка, но ты не волнуйся. Это поможет тебе забыть невзгоды и печали. Она с ней свои труселя подарит. Успокоительные 2 штучки. Опять говорит, что-то случилось. Еще 3 штучки. Бабулька прям автоматы успокоительных. А, все, ну, потерпи. Не хочет больше давать. А дед? Дед пустой, как пробка. Все, нам сюда. Ну, успокоительные, может быть, когда-нибудь и пригодятся, конечно, но... Не знаю, на меня просто пока безумия никто не накладывал. В принципе, эти пузырьки с успокоительным пригодятся, когда мы будем бегать к Миколаш или Миколаш, не знаю. Короче, к Коляному, когда мы будем бегать. Дедуля, кстати, хохочет, как Джокер. Просто мобы с одного удара вкладываются. Шикардос. Да ё-моё. Да прикинь, сколько делов можно сейчас на первых локациях натворить. Просто лететь как ураган. Тупо слэшер, короче, устроить. Всех убивать. Ну, удара. Да, дед, ну. Я прям в него прыгаю, потому что... Ульки, хуюльки. Ну, давай. Где ты? Иди сюда. Я вырвала у него сердце просто. С корня. А чё, пузырьков за него не дают? О, ну дедуля, ну что ж ты, бешеный ты такой. Я думал, получится его оббежать. Печалька. А, слушай, все-таки дали за него пузырек. Даже 2, да? 4 пузырька. Жирный у нас богатый, я смотрю, Буратинка. Так, у нас, по-моему, тут 2 инвалида сидит. Не помню совсем, с какой стороны заходить. Нет. Смотреть. Небо и космос едины. Хоррор. К чему бы это? Ну ладно, пошли в центр. Бля, я думал, тут 2 деда. Второй дед, потому что еще не прикатился. Вот он. А, я только сейчас заметил, у него... У них эти, как у чумных докторов, клювы такие здоровенные одеты. На морде. И очки. Пилота. Да. Дедульки-то. Молодцы какие. Вот эта дверь. Пользуем ключ. Верхний соборный округ. Приз получен. Хор. Что за хор? Я не знаю. Что это за падла? А на стенку лежит, что ли? На тебя, заряженного. Какая мерзкая хреновина.
Когда вот по таким узеньким лестницам бежишь, прям чувство клаустрофобии тебя не покидает. Голубой эликсир. Пригодится. Да, я отсюда пришел. Кстати, давай-ка мы вот этих товарищей дождемся. Когда один за другим они идут, они начинают второй атаковать. Пока ты первого лупишь. Да. Блин, они какие-то штуки выпускают, кстати. Вау. Тихо. Эти штуки больно бьют. У него на лампе куча глаз. Вот они из-за этой лампы я сдох. Отстой. Но я читал такую тему, то что в лоре игры чем больше глаз, допустим, у какого-то животного, либо, допустим, у той же самой лампы, там, короче, чем больше глаз, тем круче эта штука в этой игре. Все типа на глазах завязано, насколько я понял. То есть у нас, допустим, Elden Ring, часть лора, большая часть лора помешана на гнили. Ну, то есть та же самая Микела, моление, клинок Микелы. Тут вот на глазах прям все. Глаза и кровь, короче. Этих пропускаем. Не будем задерживаться. Бля. А твою мать. Игра прям любит, чтобы ты проходил все локации аккуратно, медленно. Значит, я жоп. Кодзима Келли и Миядзаки Биба и Боба. Кодзима тут вообще ни при чем. Кодзима просто гений, а Миядзаки это мастер. Мастер своего дела. Когда чувствуешь, что у тебя жопа горит, это вот рука мастера пришлась тебе по жопке. Ай, бля. Хоть дверь открыл. Давай, где эти ёбыши ходят? Не знаю, вот эту стоит штуку убивать? Я думаю, она опасна. Что-то ее там перекувыркнуло 10 раз, пока я по ней там ударил. А, Биба и Боба 2 долбоёба. Не исключено. Так, давай, раскладушечку мы их сейчас замутим. Полетели тогда к первому утырку. Пока он не начал мудить свои лампочки. Все, второй мне уже не опасен. Вот так. Бля, а я до люстры-то совсем чуть-чуть не добежал. Ну твою маку. Так, этих тоже надо раскладным оружием лупить. Они как вороны тоже. Все, что ползает, лучше лупить раскладным оружием. Потому что у тебя удар от него приходится ровно вниз. Он с замахом вот так вот бьет по дуге. Чик. А когда у тебя пушка сложена, то у тебя удар идет до конца выше, наискосок. Тут тоже надо рассчитывать, смотря какого моба, как лупить. Вот 2 шага я не добежал. Обидно. 2 шага я тупо не добежал до костра. Чик. Здравствуйте. Бля, тут случайно не королева, не Мирго тут тусит?
Что-то мне кажется, тут босс какой. А, подожди, какая Мирго? Тут же этот. Мы ж к Абраитосу идем. Кстати, за этих малышей сколько дают-то? Что по деньгам? 130. Ну, такое. Я по сути сейчас только об них пушку туплю скорее, чем души собираю. Это как-то в обход. Подожди. Значит, с другой стороны будет тупик по-любому. Здравствуйте, товарищи личинки. Кстати, оптом их рубить как-то поактивнее получается. Починка дороже? Нет, кстати. Когда долго пушку не чинишь, ну максимум 500 где-то. На пятихаточку попадаешь, ну не очень дорого, но главное помнить об этом. Просрешь потом, будет плохо. Закрыто устройство. Пошли устройство открывать сначала. Крутить, вертеть. А потом туда, в центр. Мне кажется, это будет не очень большая локация. Потому что мы как-то все выше и выше поднимаемся. Но здание-то у нас все равно так конусообразное и все. Не должна быть большая локация. Ну, видишь, наверху они сужаются все. Единственное, что меня могут потаскать между зданиями. Ну, типа по крышам побегать, знаешь. Это любимая классическая херня в атаке. По жердочкам вот по таким узеньким, чтобы одна нога только помещалась в ширину. С косой мужик. Хорошо. Давай, мужик с косой. Иди драться будь. Я его решил парировать в самый последний момент, когда я уже увидел то, что мне сейчас будет немножко хана. Такие у нас возле этого, возле викария один такой был с косой. Ладно, бежать недалеко. Этих тогда ребят мы игнорим, пусть они ползают себе. А вот возле мужичка мы можем потерять денежку. Блять, ну и где она? Где мои бабки? Где деньги лебовские? Вы не говорите, что они у одного из малых? О, они безумие накладывают. То, что бабулька нам давала успокоительный. Вот. Вот мои души у вороны. Кстати, одно из нововведений, по-моему, в лайках, ну, на тот момент, то, что у тебя души забирает предпоследний моб, которого ты убил. До этого, что в первой, что в третьей части, у тебя на пол кладутся души. Тут иначе. Ну, не всегда, кстати, некоторые души у тебя еще и на пол падают. Опа. Не очень спарирование сработало, долго я до него бежал. Плохо видно. Стой. Где-то у меня тут был фонарик.
Я его покупал за 2000 рублей. Условных единиц. Оп. Иди-ка сюда. Кстати, этот гном в колпачке довольно-таки жирен. Одеяние хора, перчатки хора, штаны хора. Я просто одеяние одену. Чем оно от одеяния палача отличается? Только чуть посветлее и бантик вот здесь вот. А так почти то же самое. Все равно свой сюртук роднее. Кто-то чавкает, как вагиной. Окей. Он сзади. Подожди. Раскладушечка. И вот так. Ать. А удар-то приходится, я же вижу. Ну и ладно. Открывается с другой стороны. Что-то мне сдай. И баться в кружку. Здрасте. Хорошо. Кто же знал-то, то, что тут еще подставной волк вылетает из окошка. Это была немножко неожиданная фишка. Сейчас давай сначала души спасем. Пидронер и так бьет. Хорошо. Давай, мужик, иди сюда драться. Опа. Ёпа. Да чё ты... Чё парирование-то не срабатывает? Я же бью тебя. Так, теперь, по идее, души должны быть вот у этого. Если их нет, придется на пол идти смотреть куда-то. Все равно не вижу ни хера из фонаря. Где душа моя? У него, что ли? Бля, подожди, я должен ворон проверить. Тут же на полу нигде нету. Нету. Пойдем ворон проверим еще раз. Да, блядь. Страх запутался. Нет, ни у одной вороны у моих душ нету. Они даже не на полу. Значит, они у этого оборотня. Думаю, что у него атаки такие же, как у других оборотней. Просто он жирный. А душа у него. Такое себе с таким чуваком биться в лифте. Давай, прыгай. А, кстати, не очень-то много у него хп. И кровавика. Да, фишка в том, что он просто этот... Так, давай проверим, да, теорию? Трости. Трость. Раскладываем. Бьем. Нет. Не достает она. Я видел, что его прям топором, ой, пилой били. Не достает. Только зачем это они это делают? Зачем вообще ее типа не убивать? Не, она не достает вообще никак.
Причем удар по мобу приходится. Он дергается от него. Топора у меня нет. Я могу только пилу поставить. Раскладную. Вот так. Удар по мобу приходится, но этот какого? Жизни не снимает у босса. Может быть, конечно, он далеко стоит. Вот, видишь, он дергается от удара. Ни хера, короче, не происходит. Угол камеры. И что будет? А с другой стороны это не открыть? Просто с какой целью они вообще ее бьют? Чтобы что? Да ни хера, короче, бред. Дальше пошли. Я, может, ее с другой стороны как-нибудь отковыряю. Блять, еще темнее не могли локацию сделать. Да сейчас с учетом того, что у меня максималка яркость стоит. Тоже с другой стороны. И чего, и чего? А, еще один оборотень. 3, блядь, заебись. Очередь, сукины дети, что могу сказать. Все 3 ко мне прибегут. Вот эти жирнее, кстати. Перебиваем их ударами. Тихо, теперь убегаем. Убегаем на отхил. Оп, оп. Блять. Полечиться не дали мне. Ничего не вижу. Да я ничего не вижу. Твою мать. Так, все, они не пролезли, они застряли, как Винни, мать его, пух. Хе-хей. А подожди, а у меня что, клинки, что ли, были? Ничего не понимаю, ладно? Опа. Опа. Нет, подожди. Не дотянулся. Опа, вот так вот. В расходик. Сразу по двоим попал. Оп, оп, оп. Все, до свидулечки. Дулечки, до свидулечки. Кусок кровавика. Осколок. 2 одинаковых. Первое, второе, третье место. Не, ну хотя бы вовремя спрятался. Так бы они мне того этого. Секира башка, форточка ты дым. Закоулков. Да, надо вот этого еботину поймать. Стоять. Оп-оп-оп. А там кусок. Кстати, теперь хватает, по-моему, чтоб клинки еще на +8 прокачать. Еще какая-то лестница. Подожди. Прежде чем вверх лезть, надо все смотреть тут. На первом этаже. Дверки можешь даже подергать. Оборотня вижу. Мне сдается, еще там парочку сейчас выпрыгнет. А этот не такой жирный. Хе-хе. Это потому что более рядовой моб. Да, еще один где-то ходит. Ритуальная кровь. Вот это то, что... А, нет. Ритуальная кровь это надо для чашей подземелий, короче.
Я слышу, как он чавкает. Где он? А-та-та. Это ваншот? Уя, она присосалась. Пошла в жопу. Ну, только не ваншот. Ну, не надо. Ну не надо. Ну, Сталин. Я еле удрал, кстати. Блять. И все, и она тебя ловит. Вот падла. А теперь она меня добивает, да? Сучара, надо убегать от нее. Такой моб отстойный вообще. Давай хоть полечимся. Дважды. Вот так. Всё, ты меня больше не поймаешь. Фух. Я, кстати, с ними же больше не встречался. Ну, как бы это... Я постоянно как бы лупил их как можно быстрее. Вот, и поэтому я даже не знал, что у них за атаки-то такие есть вообще. Это значок космического ока. Что за значок? Значок хора элиты церкви исцеления. Старика за нее дали? Я не заметил. Значок члена хора почетных представителей церкви исцеления. Око символизирует сам космос. Прозрение явилось хору крайне неожиданно и почти случайно. Вот мы стоим, укоренившись ногами в земле, но может быть космос совсем рядом, прямо над нашими головами. Ну, там мне, конечно, много о чем сказала. Так, давай дергать дверь сначала. Вот тут. Заперто. Дверь не работает. В левом ухе, как мураши такие, шебуршат. Кто-то где-то еще есть. Но, наверное, не здесь. Тут прям вот часто такое происходит, что ты бегаешь, и я вот специально себе наушники чуть-чуть погромче делаю. Постоянно бегаешь и прислушиваешься, потому что каждый моб шевелится и подкрадывается потихоньку. Ну ты хотя бы слушаешь, что всех ты тут убил или нет. Вон, я же говорю, он ходит тут. Так, а тут у нас еще выше. Можно. Я его слышал, когда наверху стоял. Ой, внизу. Заряженным сейчас. Опа. Бля. И ты така, гнида долбаная. Ты подкрадываешься к одному. Думаешь, сейчас ты его как треснешь, да? Подбегаешь второй, сразу же тебя хватает просто и... А я его даже не видел, элементарно не видал его даже. Нахуй пошли. Блядь, ну они тут трое. Один на тебя стан накладывает, а два других грызть будут. Такая пидерсия просто. Пошли нахер, да пошли нахер. Так как они толпой на тебя несутся. Блядь, мне даже не уйти от них. Это жопа какая-то. И вот, а второй станет и просто лупят тебя вообще просто без конца. Жопа. Так, ладно, пока они бегут. Тихо, блядь, где я вообще? Да какой слизень, блядь. Блядь, ну до чего мобы, противные. Пошел нахер. Вот от одного отбрехался. Ну тут всякая шняга в комнате лежит. Это подстава. Колпак с повязкой на глаза.
Какая шапка стрёмная, еще бубенчиков не хватает. Продадим. Как говорится, жрать будет нечего. Пойдет в ход все. Так, а эти уродцы спокойно вернулись себе назад. Но забава-то в том, что я их согрел. Бля. Это пиздец. Давай хоть эти разок-то. Все, валим. Надо более непредсказуемого от них как-то убегать. Бля. Подкрался, да. Пиздец. Ну и мобы. Шо нахуй? Надо как-то в сторону прям от них уходить, постоянно. Ключ от приюта. Ебать, то есть. От этого что? Нет. Нужно вот эту позу сделать, походу. Подожди. Все. Вот эта падла тут стояла. Ты к ней подходишь, а она тебя вот здесь пасет. Потом ты в ту сторону перемещаешься, она начинает где-то здесь ходить. Потому что пока я вот тут стоял, она меня точно не могла видеть. Но как только ты подкрадываешь, она же там в темноте. Как только ты подкрадываешься к этому мобу, она тут же резко выбегает, хватает тебя за жопу. Ать, и все. Так, что я могу сказать? У меня всего 9 пузырей. Мне не хватит полечиться. Даже если я сейчас попаду на босса. Поэтому давай бегом. Мне еще нужно проверить вот ту дверь. Вдруг я от нее ключ взял. Может быть, это срезка будет вообще. Все равно хилки фармит. Это этажом выше я оказался, походу. Бля, там есть какие-то еще двери были, нет? Я не помню. Что так тут много? Эй-эй-эй! Тихо, тихо, тихо. Все, пробегаем. Оп, туда. Что ж игра подзаглючила. Неохота на босса бежать без хилок и с кучей отголосков. Ну, душ, короче. А вдруг он что-то ищет? Я же не знаю. Так, давай ловкость. Да. Что-то я там собирал такое. Чик-чик-чик. Ну давай вот это тоже продадим. Хотя копейки стоит. Корона 35. Давай корону продадим. Я думаю, что она больше не нужна. Я же типа открыл. Продаем. Качаем еще левел. Кстати, осколки, ой, точнее, штуки тебе больше фармить не надо. Пузырьки. Так. Место Лагариуса нет. Зал королевы нет. А где я открываю? Уже нет. Может тут? Нет. Значит вот тут. Верхний соборный округ. Старый Ернам.
По-моему, тут. Или кладбище черного чудовища. Допустим. Плохо, что костры между собой не обозначаются. Тут ты как бы примерно знаешь, что это за локация, но к какой локации какой костер относится вообще. Хер его знает просто. Тут открывай. Нет, вот не то. Черного чудовища. А это оказывается тут у нас Парл сидел. А дальше у нас старый Нернам. Ну, такое. Причем я сейчас попробую портануться в Верхний Соборный округ. А, нет, все правильно, Верхний Соборный округ, там уже один костер был. Давай, 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 давай. Да, все верно. Костер один. Я думал, что этим ключом я смогу вот эти ворота открыть. Но нет. Этот ключ для чего-то другого. Больше у нас, по-моему, ничего такого-то и нет. Не было дверей. Давай, мужик. Полторы штуки парирования сейчас у меня висит. $3200 за них дают. За каждого. Вот тебе и место для фарма, кстати. Сложновато. Ну, можно. Бля. С каждым опять бодаться, что ли? Думал, они одноразовые. Сколько за оборотни? 1600. Какие-то дешевые оборотни пошли. Грызет. И что за них? Осколки кровавика? Нет, голубой эликсир. Осколок кровавика. Такое. Так, мне наверх. Потом по прямой. Бля. Вижу, на меня глаза летят, только потом драться начал. Все, до упора вот сюда бежим. Бля, не помню, тут есть кто-нибудь или нет. Кто-то чвякает. Ну вот. Буду тут чвякать, хуякать. 3200 за каждого, слушай. Неплохо. Так вот по локации пробежался с ракетного килл просто так. А что если нам вот аккуратненько прям заходить? Не шуметь. Нет, все равно. Все равно они тебя видят. Главное, чтобы еще сзади никто не прибежал. А я от этого что, не интересую больше? Оп. Ну из двух ударов эти убиваются. 5000 за него дали. Ого. Ого. Это типа если он тебя не видит, за него 5 дают, если он тебя замечает 3. Чумовой расклад.
Все-таки мне кажется, то, что тут надо вот в эту позу встать, и тогда что-то произойдет. Поговорить можно. Установить контакт. Ну, допустим. А, это не то. Какие у нас еще есть? Собрание охотников. А, не то. Вот, установить контакт. И что? Может, подождать надо? Так это так и было такое в игре, то что ты должен какое-то время подождать, и тогда что-то происходит. Думаешь, не сзади надо встать? Не знаю. Тогда это будет зеркалка. Давай попробуем. Так, контакт это... Нет, это поза называется установить контакт. Делать-то с ним? Это так, блядь, не беси. В чем прикол, я не понимаю. Может, на какой-то из этих надо встать? В такой же позе. Чё, да я не про позы вообще. Так, блядь, а что делать-то вообще? Как попасть куда-то? Мне нужен, типа, этот Ибраитос. Ну, это максимально. Кстати, вот, это типа все. В долге ничего нет. Тряпки какие-то весь. Прыгать куда-то тоже нету. Не зря это тут штука, я думаю, подсвечена, во-первых. Тут очень яркий этот свет горит. Может, перед теми воротами также надо встать? Которые внизу. Сколько это времени еще надо, тоже, видишь? Точнее, я сейчас круг стану. Бля. Давай. Стоим как два дебила, блядь, тут. Толку никакого. В первой части там нужно было в гнездо птицы залезть, принять типа позу эмбриона, и тебя птица переносит на секретную локацию. Ну как, не то что прям секретная, а, короче, на другую локацию. В Elden Ring нужно было лечь в определенном участке и руки на себя сложить, как в гроб, как будто укладываешься. Появляется босс, в общем, здоровенный дракон. Но тут-то что делать? Тут вроде звук громче. Возможно, потому что у меня... у меня потому что пушка гореть перестала. Поэтому звук громче. Когда горение заканчивается, то она шумно горит. Что делать? Мне перед ним надо встать. За ним.
Тоже в каком направлении вообще? И ключ, кстати, есть еще. Ёбок. Ключ к верхнему собору. Так, ключ от приюта. Место рождения Хора. Где родился Хор? Приют, стоящий в тени главного собора, был местом обучения и проведения опытов, где юные сироты стали сильными, невидимыми мыслителями церкви исцеления. Хор, который позднее расколет церковь исцеления, был создан приютом. Стоящий в тени главного собора. Блять, это загадки какие-то. Может быть, здесь вообще стоять не надо. Ну пошел ты. Здесь тоже дверей нету никаких. Хотя подожди, вот вроде здесь какая-то дверь была. Она не открывалась. Вроде как. Она внизу, может? Может, вот эта дверь? Вот. А я тут позы какие-то делаю. Вот, я, получается, в самом начале оказываюсь. И теперь мне нужно также, наверное, вот в эту позу встать. Прямо тут. Наверное, я попробую. Кровь бешеная, холодная, одна штука. Закрытое устройство. Вот это устройство, это я срезку, короче, открываю. Так, а наверх? Чисто проверить, если арена будет видна, я тогда выше не пойду. Бля, ну боссы, кстати, в третьей части были жесткие. Ну, в смысле, в таких вот маленьких. В таких маленьких коридорах боссы были в третьей части. Как он там, Людвиг? Или нет? Угу. Тут, по-моему, босс. Вот эти вот с головами большими будут чуваки. Очень на эту арену эта штука похожа. Да, посланник небес. Куча малышей. Так, ну давай оптом. Бам, бам, бам. А нужно как-то определенного, что ли, лупить? Остальные будут вставать, наверное, пока я его бью. О, большой вылет. Здрасте. Тихо, тихо, тихо. Не жадничаем, не жадничаем. А то он шотнет. Батин тут. А остальные подыхают. Причащение. $55 000. А где Ибритос? Все понятно. Он у нас вот тут. Это еще босс в боссе. Ну Хидетака, ай да сукин сын.
Я думаю, какое-то подозрительное свечение через окошко идет. Так она повыше поднимемся. Но все равно я еще хочу назад сбегать и попробовать вот в эту позу встать. Может что-то еще, ну не знаю. Дадут мне какой-нибудь автомат Калашникова, допустим. Тут вообще ничего нет. Давай мы этот штучку-то зажгем. Я вернусь назад. Можно, в принципе, уровень вкачать. Да, давай, сейчас я стану, проверю и... Блядь, а как выйти-то отсюда? Вот тут. Сейчас я стану, проверю и тоже на перекур. Короче, зеркалим то самое изображение. Вот так он стоял. Вот так. И чё, и чё? Может, поточнее в круг надо встать? Вот сейчас точно в кругу. Блин, все равно он шаг делает. Давай с учетом того, что небольшой шажок он делает. Бля, ты задолбал бумагу свою зажигать. Все равно не точно. Давай, полшажка. Оп, оп. Почти. Надо учитывать, что он этот, он небольшой шажок делает. А теперь я стопудово в кругу. Все, пошли на перекур, пусть стоит, отдыхает. Глядишь, может что-то получится, я не знаю, может тут надо минуту 38 секунд постоять, кто знает. Ладно, сейчас подойду, перекур.
Так, продолжим. Простоял я сколько-то минут в этой позе, ничего мне за нее не дали, там не накинули миллион очков. Поэтому бесполезняк. Я не знаю зачем. Может, на месте этого мужика надо встать? Я просто попробую. Нет? К чему тогда вообще это было, я не понимаю. Это странно. Тут, наверное, только Ларовет разберется. Все, пошли назад. К тому самому костру. Где у нас эти головастики бегали. И качаем 2 уровня. Чтобы у нас, когда я найду Ибраитоса, как следует ему прилетело. Сейчас еще ловкости 2 уровня подниму. Ну давай с малого. Тот. Столько книжечек каких-то разных. Для чего они? 10. Я думаю, хватит. На 2 левела. Женщина, 10. Задремал. А я тут. Давай. Оп-оп. 42. Сейчас мы большую там кровь хлопнем, должно хватить. Да давай. $8000. На 10 не хватает. Может, что-то продать можно? Что купить что-то не нужно, нужно продать что-то не нужно, а у нас денег нет. Знание безумцев, в принципе. 10 штук, если продать, 20 000. Что-то я неправильно посчитал. Такое. Что продать-то? Самоцветы, в принципе, ну, не особо они мне нужны. 4000. Стой. У меня есть 2 озарения. Можно вот тут что-то купить, чтобы потом продать. Блин. Можно сделать проще. Где это? Где эта локация-то? То. Вот тут, по-моему. Так. Кладбище черного чудовища. Мы сейчас здесь быстренько пару мобов завалим, да и все. Что тут греха-то? Бля, не тот. Че же сразу постоянно портируюсь на черного чудовища? Как эта локация-то называется? Верхний собор, точно. Сады светящихся предметов. Цветов. Туда. Так, тут никого. Значит, назад.
Просто если я через это окошко перепрыгну, я потом, наверное, вернуться не смогу. Где вход? Здорово, старина. Оп, оп. 400. Сейчас мы вот эти вот, которые самые противные мобы, половиночку. Ну сколько тут? 3-4 надо убить. Даже 2 хватит. Давай, кто-то. Либо вот этих 3 достаточно будет. Ну, ой-ой-ой, бля. Надо аккуратно их убивать. А то они могут и убить. Все души там оставил, а? Плохо. 40 тысяч-то не хочется терять. Так, по идее, в первом оборотне у нас могут быть души. Хер его знает, кто из них первый. Иди сюда. Да ладно. Жопой ко мне стоит и типа не видит меня. Ну и все, и не пролезть. Сука, он еще не подох. Значит, у второго душа мы. Вот у этого. Да-да-да, вон глаза светятся. Иди сюда. Спокойно. Бля, ну что ты там уперся-то туда? Ну. Он там застрял. Ну, блядь, он опять туда убежал. В принципе, мне хватает. Давай, чтобы наверняка 3-го завалим. Подошел. Давай, ну что ты? И эта падла там тут же стреляет. Вот почему... Блять. Как вы бесите, а? Пошел ты. Ха-ха. Он за мной точно же. Он же этот, как он же худенький. Он там проскочил через дверь. Все? Вроде не бежит. Пошли качаться. Здесь, если прямо здесь будет этот Ибраитос, прямо сразу же возле окошка сидеть, то, возможно, мне 19 хилок и хватит. Если он еще где-то дальше по локации, то придется еще идти их и фармить. Кстати, одну хилку можно и тут купить. На 2 хватает. Пойдет.
Так, верхний собор, сады светящихся цветов. Вот не туда. Кстати, не очень-то они и светятся, эти цветы. Да, если что, обратно не попасть будет. Тут еще какой-то костер. А, так подожди, тут у нас этот, как его, сам собор, главный собор, он внизу сейчас находится. Вот здесь костер, он у меня как бы зажигался уже. И здесь у нас сидел этот охотник, с которого я вот эти вот клинки выбил. Вот такие. Все, я понял, где я нахожусь, только на втором этаже. Прикольные, кстати, чуваки. Бьют, правда, больно. Если у них там что-то, голова как-то начинает по-другому светиться, когда они на одуванчики похожи, они могут тоже сильно ударить. Зов вовне. Что за зов вовне? Походу это... Блин, что такое-то? Зов вовне. Вот. Создать взрыв малой звезды. Ну, это, видимо, какое-то заклинание. Может быть, что-то вроде... Если у тебя магия прокачана. Вот, когда они на одуванчиков похожи, они могут хорошо так ударить тебя. Нормально хоть. Отбил здоровье. Потраченное. То есть, не работает. Куда-то вниз поехали. Здравствуйте. Тут можно призывать кого-то. Мэнсиса. Чего там? Дамиана. Но у меня нету ни одного озарения. Алтарь отчаяния. Поехали. Браитос. Ёкарный бабай. Вот так за жопку ему. Оп, 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 оп. Ни одного удара не досчитали. Что тут происходит? Я же не вижу ничего. Текстуры и боссовый муди. Это единственное, что я вижу. То прекрасно замечаю, как у меня здоровье улетает. Я его, походу, выщелкнул. О, ульта. Сразу же ваншот. Прикольно. Долго я его колупал. Это я думаю, что-то он затих как-то надолго.
В принципе, у меня есть 3 озарения, если что, можно призвать дружищу. Ну. Начинается. Бля. Лечиться не дают даже. Короче, я запомнил, сюда нужно забегать аккуратно. Но Ибраитосу, если зайдешь за этот, как его, за спину, вроде как он тебя не часто бьет. Ну, я пока призывать никого не буду. Пока и так сойдет. Ибраитос, дочь космоса. Я думал, это мужское имя. Но... Да заходи ты ему куда-нибудь, блять, он крутится. Я думаю, парирование тут бесполезно. Бля, попал. Опять. И ваншот. И замечательно. Вообще один удар ему сделал и все. Придется идти хилы фармить. 9 штук мне точно не хватит. Жесткий он какой-то, этот Ибраитос, он лупит, просто он крутится вокруг себя и не дает за спину зайти. Первый раз получается к нему зайти за спину, когда он только начинает подниматься, он не такой активный. Не знаю, может призвать, правда, кого-то, чтобы он его отвлекал. Следующий. Не успел я зарядить. Не знаю, 19 хилок можно, конечно, так попробовать сбегать. Дед сидит сам на своей табуретке, сам с собой разговаривает. В принципе, неудивительно, он же дед. Ему явно сам с собой не скучно. Давай еще, короче, пару траев я попробую без призыва, если уж совсем труба. Ну, пускай тогда призывной охотник отвлекает его. Я захожу ему за спину и начинаю его лупить.
Плохо то, что он большой, он высокий, ты не видишь, чем он там занимается, и когда он собирается ультануть. Упс. Парирование тут бесполезно, конечно. Головастиков не видно. Они по углам прячутся. Давай второго. Второй уже заряженный, прям тебя ждет. Гаденыш. Надеюсь, что пока ты на лифте катишься, тебе не надо там куда прыгать. Бля, ну серьезно. Как задел-то? Вот, тихо, тихо, тихо. Блядь. Я просрал хороший удар. Вот так вот мы, кстати, можем его сбайтить на атаку. Ай, тихо, тихо, ну да не маши ты своими. Как их там? Клешни, не клешни, что это? Не знаю, вырубил я ее, нет? Тихо, ульта по-любому. Серьезно. Я хотя бы видел, как ульта бьет. Она всегда в тебя маленькие штучки стреляет. И не всегда в тебя попадут. Ладно, еще раз. 11 хилок, бля. О, мало. Давай еще раз сбегаем, конечно. В прошлый раз у меня было 19, но может быть еще на один забег мне и хватит. Серьезно, блять, ваншот? Ах ты гнида. No cool, привет, что за игра? Bloodborne, там же написано в названии. Вот жопошник, а. Я вот не думал, что он вообще может тебя сваншотить. Такая падла. Никогда они меня так быстро не убивали. Охуенная дорога до босса вообще. Сука, один маленький головастик может тебя заебенить. Чудеса какие. Давай, вылезай. Готика ремастер, это она, по-моему, еще не вышла, Готика ремастер. Там что-то они пытаются
пытаются ее делать, показали вроде как пару скриншотов, что ли, или просто пролет камеры, как бы, но что-то там через 3 года, типа, ждите. Что-то такое там было на презентации вроде. Есть еще, по-моему, какой-то мод для Готики 2, кажется. Что он там улучшает графику, что-то такое. Соло играю, кооп не работает, потому что нет подписки на PlayStation Plus. Вот, главное прямо этой порве за жопу зайти и лупить потихонечку. Тихо, ай, блядь, она крутится же еще. Тихо, не вижу ни хера. Так, давай байтить ее, короче, на атаку, чтобы он прыгал прям ко мне. Блядь, он какой-то... Я застрял, что ли? Твою мать, это он за что-то уперся. Вырубил? Нет, не вырубил. Тихо, тихо, тихо. Покуха. Ну-ка, и заряженным. Заряженным. Оп. Все, она ультует. Ах ты, падла. Даже ультовать собралась. Сука, достала. Еще хиляю. Вот, ульта пошла. Оп, оп. А чё прыжок не срабатывает? Ладно, я пережил это дело. Допустим. Бать, она психованная. Давай, давай, в сторону. Вот, тихо, тихо, тихо. Добивать можно. Блять, только башку свою опустила вниз. Сейчас она ляжет. Есть. Пошла нахуй дочь Ибраитеса. Ибраитес, дочь космоса, точнее. Чаша великого Изза. Что такое Изза? Точнее, кто? Ну, там, наверное, что-то с божествами, короче, связано, я понял. И что же мне такого вкусного за нее дали? Чаша какая-то, да? Эту чашу, я думаю... Да, вот. Это чтобы попасть в пятый уровень подземелий. Область Изза. Тут еще надо тайны мглы где-то нафармить, чтобы посмотреть, что в этом. Но на 5 уровне у нас дается что? Если ты играешь онлайн, там можно выбить пушку. Там больше отголосков крови. Убивается раз в 5. Сложнее мобы, соответственно. Что еще там может быть? Смотреть, и можно ничего не делать. Можно смотреть и ничего не делать. Что это значит вообще? Хидетака, ты о чем? Я понял. Это только, наверное, лороведом видно, что тут, чем тут заниматься можно. Но все-таки мне эта фишка не отпускает насчет той самой позы в храме. Пошли, короче, фармить хилки. Сколько у меня было? 11 хилок, по-моему, да? Да, у меня было 11 хилок и 5 штук я на нее потратил. Неплохо. Вот здесь можно эту чашу применить,
чтобы запустить какой-то уровень подземелий. Так, мне нужно, по идее, сколько? 10, по-моему, еще. Сколько стоит у меня один левел? Нынче 43 тысячи. 43. Сейчас я еще проверю, может быть, что-то в магазине вот здесь начало продаваться. Нет. Тоже нет. Жемчужин слизень начал продаваться. Это старое. Понятно. Одно большое нихуя. Так, шли, короче, хилки восстанавливать. И пойдем на амигдалу тогда. Пойдем амигдали, да, еще навешаем. Самое то. Раз уж такая пьянка, 3 боссов, я сейчас попробую 3-го босса завалить за сегодня. Тогда на следующем стриме мы уже пойдем в кошмар Мэнсиса. Там за Коляном будем бегать. Это предпоследняя локация, кстати. Потом вроде что-то должно с проститутки у нас вылезти в виде босса. Но это надо почитать, какие условия нужно сделать. Припоминаю то, что надо, короче говоря, сначала этого Миколаша завалить. И потом вот что-то какой-то великий перерожденный, что ли, как он так называется. Вот он с нее должен вылезти. Тоже босс не обязательный, но раз уж мы по всем боссам пройдемся, то тогда пропускать его тоже не будем. Не дали с нее ничего. Да-да. Что давненько ребят этих не парировал. Я, конечно, могу их, в принципе, вообще с одного удара убивать заряженным ударом. Ну, парирование просто красивее смотрится. Так, и давай еще раз мы сбегаем. 10 бы сфармить. Десятку, да, сфармить. В принципе. Можно вернуться. Еще раз верхний вот этот собор. Я просто у амигдалы точно не хочу 10 косарей. Ой, сколько? 32 тысячи оставлять. Я уж лучше 10 тысяч нафармлю. И потом спокойной душой сбегаю к ней. Поэтому давай мы до конца уже наберем хилов. Пройдемся еще раз по этому верхнему собору. Как раз там в центре вот в этом побегать. Немножко потерпеть боль и унижение. И спокойно пойти прокачаться и потом на амигдалу втопить. Там у амигдалы тоже, кстати, не все так просто. Я один раз подошел к ней, когда прошел эту локацию вне стрима. Я к ней подошел, залез ей куда-то под ноги. И в принципе там жить можно, более-менее. Но она, когда топать начинает, тебе хана. Но она посмотрела вообще по этому, по правильному. Те же самые спидрунеры бьют ее по-другому. И ждут определенные ее атаки. И лупят ей в голову. Так до нее доходит лучше. Ну, все, в принципе.
Вниз я уже не пойду. А, не могу вспомнить там. Ладно. Я все про амигдалу уже рассуждаю. Так, сон охотника, да. Погнали в Верхний собор. Тут эти локации просто вообще их много, во-первых. Сколько у нас? 4 надгробия. И в каждом по столько локаций уже забываешь просто, где там что конкретно находится и как оттуда, допустим, ты сможешь перебраться в другую локацию, допустим, или как добраться. Некоторые локи вообще перестают работать. Там одна есть, кстати. Я после того, как Парла завалил, оказывается, другая локация закрылась, которая в кошмарном... Как его? Кошмар... Какой-то кошмар, короче. Кошмарная пещера. Не пещера. Так, ну давай по одному вытаскивать их. Но... Зато они весело бегут, когда они тебя видят наверху. Я почти хп свои отбил. Ну давай, иди сюда. Ты ж хотел. О. Давай, давай, давай. Цыпа, цыпа, цыпа. Повернулся и жопой все равно забежал туда. Придурок. Ты 105 придется хилки фармить. Блять, еще грызть начал. Твою мать, ну давай отпускай меня. Ну-ка. Ну, хиляй. Отлично. $36 тысяч. Вот этого мы вытащим поближе, чтобы тот хер в колпаке на меня не побежал. Ну. Давай, давай, давай. Оп. Так, теперь мы байтим хера в колпаке. Где он? Где-то чавкает, но я его не вижу. Может, по второму этажу просто пробежаться. Я не помню, кто тут у нас из врагов. А, вот один тут. Один прям тут сидит. Дальше. Да, вот эта дверь. Давай-ка его заряженным бахнем просто. Опа. А, такое себе. Он повернулся. Бля, серьезно? Я его не добил? Твою мать. С этой стороны вообще нихер подходить. Потому что ты идешь, получается, задом наперед, тебя этот мужик с косой сразу же палит. Хотя он стоит спиной к этому всему действию. Падла. Тут, наверное, малых еще 1000 на 2 ползает. То и на 3. Вороны разные. Не знаю. Давай, мужик, ходи. Давай, давай, давай. Эх, не получилось. Блять, я сам урон получил, его спарировал херово. Твою мать, тихо, 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 тихо. Блять, вот почему он их не добивает? У них по одному хп остается реально. И он все равно остается живой. И может тебя треснуть еще раз. Может пушку починить попробовать.
А, чуть-чуть не добивает теперь. Вдруг подзатупилась, да, за 2 босса-то? Не знаю. Я, короче, сейчас не буду рисковать. Я походу, малышей лучше постригу чуть-чуть. Вороны тут еще есть. Ой, нормально. Что, слушай, кстати, с каждой вороны много сыпется. По 4 сотки за ворону. Неплохо, неплохо. Да, блядь, отвалить ее. Ух, так и отъехать можно. Злые вороны. Но у них и хп больше. Сука, еще одна живая. Ну да, в этой каше сложно заметить, кто из них сдох, кто нет. Ну все, денег хватит, в принципе, и на почин пушки, и на еще один левел ап. Давай, так, чтобы уж наверняка. Одну 1000 соберу. Он с малышей. Они там стоят в окошко, смотрят. Вон их сколько. Тихо, безумие, безумие поползло. Блять. Противоядие-то у меня не стоит. От безумия. Ладно, хоть не подох. Все, денег достаточно. Погнали. Левел ап и починка пушки. Как раз я пока туда-сюда портируюсь, у меня это безумие спадет. Если бы полностью шкала заполняется безумие, это сразу же там что-то у тебя снимает 98, что ли, процентов хп. Или 95, ну там. Либо ваншот сразу. Так, давай, качаемся. Нет, сначала пушку. Я не знаю, сколько починка стоит. $716. Подзатупилась малька, кстати. Да-да. Проверяем, а вдруг я что-то еще собрал, пока тут бегал. Никакого этого амулета полезного нет. Бывает такое. Ковдор маленький. Ну, я хотя бы этот, как его, Брайтоса завалил. Сейчас пойдем амигдалу лупить. Третий босс за сегодня будет. 35-й левел. Угу. Где у нас амигдала? Дай бог памяти. Нет. Вот она, граница кошмара тусит. Тоже босс не обязательный, но мы его обязательно убьем. Подземная тюрьма. Вот, сюда почему-то функция недоступна. Раньше я мог сюда перемещаться, когда меня мужик с этим с мешком на плече туда закинул. Сейчас почему-то нельзя. Давай-ка две хилки. Я еще 2 хилки форману чуть-чуть. Все-таки на амигдал убежим. Хотя, наверное, я не знаю. С первого раза, мне кажется, я ее не завалю. Еще что странно. У меня камней 1 штучка осталась. Вот эти вороны почему-то перестали камни выдавать регулярно. Где мои камушки? Ну.
Короче, вот тут две псины. И у меня еще чуть-чуть с запасом даже хилов останется. 4 пузырька. Все. Ты как амигдали. Кстати, вот так, если присмотреться, такое ощущение, что у нас главный герой, он просто бежит, ну, как бы перебирает ногами на одном месте, а под ним земля просто прокручивается. Так, да, граница кошмар. Я тут срезочку открыл, так что тут недалеко. Флинг. Может. Все. Вот это вот лютая локация. Поэтому сразу пользуемся срезкой и к боссу. Чик. Тут, в общем, все внизу в болотах. Наверху мужики кидаются всякой дичи. Болото тебя травит. И плюс еще всякая хрень тут щупальцами на тебя нападает. Амигдала у нас вот тут сидит. Ну там. И вот эти вот маленькие надгробия, которые тут попадаются. Вот. Они тебя постоянно не дают тебе нормально перекатываться. А вот эти вот тебя травят постоянно. И они тебя травят плевками. И ты сам то, что в воде находишься, тоже отравляешься. В общем, все классно тут в этой локации. Кстати, никого призвать случайно нельзя. А вдруг? Я бы призвал, амигдала злая. К тому же я к ней сейчас второй раз уже пойду, она совсем на меня злая. Сейчас будет кусаться, как это. Как ебаный барбос. Не знаю, молниевую или огненную. Огненная, кстати, дешевле стоит, чем молниевая. Но она начала в магазинах продаваться. Оп, и вот так вот ее по башке. Оп, оп. И ныкаемся. Стой. Я ее оглушил. Отлично. Это, блядь, аттракцион невидимой щедрости, я скажу. От Хидетаки. Быстрее к ней, быстрее. Такое. Я не успел. Нужно держаться ровно на том месте, где она перестает руками махать. Оп. Ну вот, что ж ты, блин. Дранеры быстро проходят любого босса. И каждый босс не больше минуты. Это не про меня. О, я ее вырубил. Да ладно. Ну почти. Тихо, тихо, тихо. Да ладно, амигдала с первого раза ляжет. Блять, где ты там? Стреляем. Я ее не вижу, это очень плохо. Понятно, под ногами у нее вообще делать нечего. Урона 0 просто. Нет. Не так. Где она? Где она? Что-то красное, если не летит, это очень опасно. Мне нужны либо руки ее, блядь, либо башка. Тихо, 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 тихо. Оп. Вот попал. Да, тихо ты, ну что ж ты такое?
Блять, падла какая. Ближе. Сокращаем дистанцию. Давай, 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 давай. Ну, если она улетает с поля зрения, то она, блядь, очень быстро там появится. Да ладно, с первого трая. Чаша больного Лорана. Пиздец они дали. А первый раз я сюда залетаю. Она вот оттуда сползает. И как давай меня бить, а я ей в ноги. Как борцуха, короче, прохожу ей в ноги. Вот, и начинаю там потихоньку у нее, короче, вошкаться под ногами. Вот, и она, короче говоря, топает. Я лечусь, бью ее вот этими маленькими клинками. Вот так, чик-чик-чик. И все. И, короче говоря, прожил я долго, но урона нанес, ну, половину где-то. Бля, я думал, это лифт вообще, кстати. Я думал, сейчас куда-нибудь надо будет подняться. Ну, нет. Как метро Люблино. Или Люблино, интересно. Какое правильное ударение. Так, ну все. Мигдала сдохла. Дальше пошли. Пошли, короче, к Коляну на локацию, раз уж такая пьянка, что делать. Я потом прочитаю, короче говоря, что каких боссов я еще опциональных пропустил. Дополнительных боссов в игре 11. Основных, по-моему, 7. Если я не ошибаюсь. Так, теперь надо надо снова вспомнить, где искать Миколаша. Зала Мигдалы, хорошо. Я думаю, что вот это вот тут больше что ничего не появится, думаю. Но это не точно. Давай чиним пушку сразу. Или потом. Давай, наверное, потом перед боссом. И вот чаши мне какие-то дают. Вот для чего? Точно. Вот для этого они мне дают эти чаши. 4-й левел. Уровня, 4-й уровень подземелий. Босс не очень сложный, поэтому это 4-й уровень. А Мигдала считалась посложнее и дает 5-й уровень. Понял, принят. Как-то так. Место Лагариуса нет. Нет. Тоже часовня. Площадь пришествия. Вот сюда мне. Здесь мы дрались с этим. С возродившимся. Вот где мы с возродившимся бодались. Там по прямой наверх поднимаешься. Там вот этот труп Коляна валяется. Ну, по крайней мере, мужика в клетке. Ну, голова у него в клетке. Да, Рома паука убивал. У меня Ром, по-моему, больше, чем все остальные боссы в беготни занял. И самый вот ужасный для меня был мужик, с которого я вот эти вот клинки выбил. Вот он у меня больше всего попыток занял. Я ж на стриме сначала его лупил. Ничего не получилось, по-моему, я минут 40, наверное, к нему бегал. И после стрима я еще просидел часа полтора, я этого мужика не убил, охотника. Вот. И потом на следующий день я, короче говоря, отдохнувший и выспавшийся, я подошел к этому мужику и где-то, ну, с 3-й попытки, наверное, я его убил и достал такие эти клинки. Все остальные боссы у меня занимают в этой игре, ну, пока что, на данный момент, ну, не больше 5 траев, наверное. Давай, исследовать чего-то там. Кошмар Менсиса. По сути, осталось сюжетных, вот Миколаш, потом этот инвалид, первый охотник, и вот самое последнее, короче, боссов 5, наверное, от силы в общей сложности осталось, я думаю. Снова одинаковая серая локация. Угу, мужика, кстати, я же его завалил уже. Мужик, все-таки я же его убивал. Я его просто с лука, но я его убивал, тем не менее. По
факту он сдох. Единственное, кого я не убил, это Медира. Так подожди, это лекционный корпус. То же самая локация. Я Медира не убил тогда. Блять, столько времени он тут провисел, чтобы упасть на него. Единственное, вот опционального DLC-шного босса, которого я не завалил в третьей части Dark Souls, это Медир. Я его траял-то сколько, наверное, часов? 8-9, по-моему. Он меня достал до такой степени, что я все-таки решил больше на него свое здоровье и нервы не тратить. И потом, когда откроют кооператив, типа игру пока не удалять, когда откроют кооператив, то я потом к нему приду. Прикольные чуваки, кстати. А другие меня бьют через колонны прям. Нихуя, прикольные чуваки. Да, блять, откуда вы все беретесь-то? С потолка, что ли, упал? А до тех не добраться. Ладно, будем тогда вот этих ждать тут. Короче, я ждал, пока эти откроют серваки третьего Dark Souls. Но в итоге не дождался. Но, по-моему, сейчас их открыли все-таки. У меня уже так неохота скачивать заново третий Dark Souls и всем этим заниматься. Я вообще следующую игру настроен, ну, не прямо сразу, но я уже настроен как-то более на Sekiro. Тут дверь у вас дымится. Ай, блядь. Бля, они сделаны прикольно, они ползут там на тебя, так смотрят, короче, как этот. Как же ее там, баба-то с фильма «Проклятие». Я смотрю, этим ребята сильно лупят. Какая Секира? Безымянное присутствие Луны, призванной Лоуренсом и его соратниками, бледная кровь. Почему бы это? А пес его знает. Ну, я в этой локации был, но только, получается, я был как бы 3/3 по половине. Я в этой локации был, но я был, получается, как она считалась на тот момент как секретная. И работала не вся, походу. Вот эта дверь дымится, я, короче, пока не хочу ее открывать. А вот этот с фаерболами, дружище. Он меня заметил. Я отвлекся на чат, а он меня захуярил почти. Я говорил про Sekiro, то что я немножко от соус-лайков передохну, и потом будем еще Sekiro. Sekiro будет, как, ну, просто надо передохнуть. А то, ну, заебывает в одно и то же, как бы, играть. Хуя его размотала. Я, кстати, себе еще на левел наковырял. Душонок почти. Тем более сейчас до хрена как бы игр каких выходит. Пока не до Sekiro. Sekiro все, кто захотел, уже видел. Я его на ютубе, наверное, уже по спидрану этот Sekiro прошел уже раз 8, наверное. Кучу раз его смотрел прохождение, уже, знаешь. Будет не очень мне даже интересно. Слушай, такое ощущение, что я тут был, но только на первых этажах, а сейчас я бегаю на вторых. Возможно. Чего после Бладика? Я думаю, что после Бладика у нас будет... ну, сначала Киберпанк, а сегодня какое число? 21. Еще типа 18 дней подождать, и будет этот, как его, выйдет
Plague Tale Innocence вторую часть выпустят. Может ее типа дождаться и пока Киберпанк побегать по вечеру. Не знаю. Можно Destroy All Human запустить, допустим. Пришельцам у людей жопы, из жопы точнее, мозги повыдергивать, допустим, повеселиться. Ибо она вышла уже на торрентах. Релиз. Так, а вот здесь у нас... Ага, это на второй этаж. Вот, по-моему, я тут был, но только внизу. Ну да, двери открыты, вон, я там был, да. Это у нас получается селекционный корпус. Локация из сломанной этой, ну, в нее можно войти. Там, где сломанное надгробие, короче. Где я только что был, там амигдалу лупил. Только это второй этаж, короче говоря. Пути у меня 3. Дымящаяся дверь. Этот, там вот лестница. Вот здесь. Давай посмотрим. Просто сундук. Хорошо, когда есть маленькие комнатки, и мне за них ничего не будет. Ну, в смысле, выглянул, достал и убежал отсюда. Стой, подожди, у меня есть монокуляр. Интересно. Я бы хотел посмотреть, кто там сидит. Убивал я его или нет. Может быть, это изменилось. Ну, типа... Я что-то сделал, и, допустим, чел поменялся. Продал, походу, я монокуляр, либо выложил его в этот сундук. Да, и там тоже дверь открыта. Не может у Хидетаки в таком большом зале две двери закрыты быть. Точно это та локация. О, подожди, я дверь какую-то пропустил. Маленькие кабинетики. Тут у нас эти студенты тусовались. Погоди. За них только пульки дают. Да, вот эти куча на меня тогда напали. Я долго-долго от них отбивался, но ничего. Больше тут никто на потолке-то не сидит. Тихо. Насколько у него рука длинная? Ну, понятно. Длина прыжка, короче. Я колокольчик слышу. В смысле, костер который. А здесь я уже всех завалил. Вот по правую сторону в меня стреляли. Это локация Урабороса. Кстати, еще после Владика можно один стрим в Азика сбегать. Почему бы нет? Так, я точно никакие двери-то не пропустил. Уже немного путаться начинаю. Где был, где не был. Так, вот по эту сторону я хотел посмотреть. Вдруг еще какая-то дверь. Не, ну все, они все по кругу там дальше идут. Все понятно.
Ничего не пропустил. Теперь у меня, короче, два выхода. Либо лестница, либо дверь дымящаяся. Давай дверь открою. Но пока с ней делать ничего не буду. Ой, тихо, ну куда ты пошел-то? Ю мать. Все, он дверь открывает и срабатывает анимация. Костер какой кинули, что ли, тут? Ну, я сейчас чисто к этому, к Миколашу бегу. Я кусок локации просрал, короче. Давай, наверное, до первого костра. И потом я все-таки хочу спуститься по этой лестнице. Ребенок плачет. Тихо. Ну, вот эти вот особо не больно бьют. Че рисковать, да, лишний раз? 1700 за них дает, неплохо. Чего? Кто, бля? Кто атакует? Ай, блядь, змеи ссаные. Вот, и я запнулся вот в эти вот маленькие камни. И ничего не сделать. Отстойные локи вот эти вот с маленькими камнями. Не видишь, куда прыгаешь. Блять, давай до костра какого-нибудь. Я плюс-минус знаю, где может труба наступить. Ибо помню, как спидрунеры тут носятся. Погоди. Тут точно не камни нужны, а успокоительное. Вот, 10 штук. Вот здесь вот может труба наступить. Но где-то тут у нас еще костер. Вот эти головастики, короче, большие, накладывают на меня откуда-то. Накладывают вот это безумие, которое шотает. Применяем. Чик, безумие нет. Да, тихо, тут за всем вообще следить надо. Вот откуда эти мужики прилетели сюда? Твою мать. Ваншот. Теперь надо бежать через всю ту самую локацию в виде библиотеки. Есть шанс спуститься. Есть шанс спуститься по этой лестнице. А нет, слушай. Весело. Я не смогу, если что, хилы отфармить. Ну хотя можно типа использовать сон охотника. Блять, вот они грызут и грызут, просто люто вообще тебя кусают. Ты запинаешься где-то. А бьют они больно. Вообще, блять, и по некоторым ты промахиваешься, твою мать. До чего уебанские мобы. Пиявки, самый натуральный. Ты если на одну пиявку ставишь, короче, цель, и она начинает на тебя прыгать. У тебя вот так вот перекручивается постоянно камера, и ты пытаешься их хоть как-то поймать в цель, чтобы треснуть по ней. Такое себе удовольствие, короче. Так, ладно, успокоительное у меня есть. Вот кто это накладывает, интересно? Сверху? Наверное, сверху.
А, вот костер. Вот как я его пропустил? Теперь только пошли души забирать, что я могу сказать. У кого они? У змеи? Либо у этого... А вот они на полу валяются. Тихо. Да твою мать. Быстрее. Они тебя еще и поджигают. Все весело. Короче, давай в сон охотника. Я должен потратить эти души, иначе просто... Я сейчас без полтинника останусь сразу же. Я хочу вот этот вот все, весь пятачок отбегать. Смотреть, что там есть. 51 тысяча. А что так до хрена? Ну ладно. У меня уже, кстати, не так уж и много атаки прибавляется. По одной единице. Пуху качнуть? Мне нечем ее качать. Чтобы качать пуху, тебе нужны вот такие вот осколки кровавика. Осколок кровавика 1, вот 2 одновременно, кусок кровавика. А потом тебе нужен камень кровавика. Кровавый камень, по сути, они называются. Это вот чтобы максимально на плюс 10 пушку заточить. И такой камень в игре валяется один. Максимум, что я еще сейчас могу качнуть, это вот эти вот клинки. Вот, на плюс 8 я их заточил. Если еще соберу двойных кровавиков. Нет. Еще 8 кусков кровавика. Тогда мне хватит. Еще, ну, до плюс 9. Все пушки качаются в игре. Потом выбирай уже. Не то. Кошмар Менсиса. Менсиса. А давай по второму этажу я сначала пробегусь, а потом кошмар Менсиса уже залезу. Я все-таки хочу посмотреть, что там находится. Вот, что за лестница такая. Очень любопытно. Можно, в принципе, тут всех пробежать, ничего страшного. Все равно так или иначе лока изучено. Все, давай сейчас спускаемся. Здесь мужик не обидится. Оп. И я нахожусь. Какой-то паук. Паук. С коррозией металл. Он дверь закрывал. А, этого не может быть. Не может быть. Что ты? Нет, ты не амигдала. Как это случилось? Молить о пощаде. Короче, когда я здесь бегал на первом этаже, там кто-то хихикал за дверью, но эта дверь не открывалась. Это был вот этот утырок. И локация с амигдалой. Я когда подошел к какому-то обрыву, там бегал, что-то собирал, и вот именно он меня пнул тогда. И я слетел с этого обрыва. Это лоскутик. Лоскутик в играх от Фромов. Хидетаки это подставной, короче говоря, герой. В каждых частях, про вторую не скажу, но в первой и в третьей части точно этот лоскутик встречается. И он периодически тебя пинает ногой в спину. Вот, после того, как ты там пытаешься с ним поговорить и так далее, он тебя скидывает с какого-то обрыва. Это, короче говоря, у нас, традиция такая. Падать от вот этого урода. Так, погоди, немного. Ты обо мне плохо думаешь? Обо мне? Кстати, от Фромов в первой и третьей части Dark Souls лоскутик и в Elden Ring он человек. А тут он человек с таким же лицом, как и во всех частях, только у него вместо туловища паук, он, видишь? Ну так.
О, мне больно это слышать, у тебя сложилось превратное впечатление. Я поделился с тобой самым сокровенным, теперь ты станешь свидетелем чуда и будешь сильнее. Ясно, как божий день, в глубине души ты был агнцем моего бога. Что ж, тебе не стоило этого знать, тебя это не касалось. Все хорошо, что хорошо кончается, я считаю. Ну, он раньше был торговцем, кстати. Неважно, детали не имеют значения, мы же верные друзья. Пусть это выразит то, что нельзя выразить словами. Вот, метаморфоз против часовой стрелки. О, не сомневайся, любезный друг, что есть дружба, как не случайная встреча. Какая приятная встреча, прости меня посетила мудрая мысль о доброй воле одного бога и о том, как он отмеряет свою любовь. Повторяется. Я у него какую-то руну отжал. Ну и, собственно, тут срезка у нас. Да, я тут бегал. Только по нижнему этажу. Но, возможно... Да, тут все двери открыты, кроме, по-моему, одной. Это не точно. Проверим. Ладно. Угу, граница кошмар. Все, что нужно, в принципе, я проверил. Давай посмотрим, что это за руну он такую дал, этот лысый паук. И погнали бегать по той локации. Так, повышает ОЗ. А у меня таких уже много было. 5-10%. А это выносливость. 15. Давай 15 поставим. Так, больше отголосков от смертельных атак. Давай-ка мы, наверное, пересмотрим. Очки здоровья плюс 5. Нет, не интересует. Выносливость нет. Пузырьки крови. Давай 3 поставим. Вот сюда. Следующее. Блин, тут 4 можно ставить. Когда мы вот этот переделываем. РП. Ну, это ртутные пули. Смертельные атаки. Нет. Тоже нет. Тоже нет. Больше отголосков нет. Я другое хочу. Что добавляет сопротивление безумию? Кстати, это пригодится вот в том месте, где я сейчас буду бежать. Давай поставим. И пузырьков плюс 4, кстати, у меня. А вдруг? У меня, короче, получается, из этой руны у меня выросла просто шкала вот этого безумия, и все. Погнали, Кошмар Мэнс. Там надо все осмотреть. Ну, в принципе, и так за сегодня много чего пройдено. Так что будем до конца изучать этот Кошмар Мэнсиса уже. Ну, полчаса тут осталось до конца. В следующем стриме уже тогда. Вот оно как накапливается медленно. Короче, сейчас основная, по-моему, проблема. Это вот в этих уродах.
Подожди, а чё? Это с оборотней, что ли, сыпятся? Вот эти змеи с оборотней, что ли, сыпятся? Не пойму. Бля, ну кто-то же накладывает это безумие, правильно? Непонятно. Непонятно, откуда стигает. Блин, а у меня здоровье улетает. В чем дело? Восемь пузырьков крови. Ха-ха. Я тебя урыла, сраный урод. У меня перестало, кстати, здоровье падать. Да, это максимально задроченная лока, я тебе скажу. Я хочу еще туда сбегать. Это будет глупой, конечно, идеей, но мне нужно все исследовать, чтобы я был спокоен чисто для себя. А вот эти у нас бояре, блядь, кидают камни. Пока лупил одного, мне второй скинул, сука. Да. Я вот не знаю, прямо вот пробежать по мосту, либо опять вот так же, как я сейчас шел в обход. Какая из них дорога будет верная? Может быть и обе. Ладно, полетели, попробуем. К тому же там десятка душ. И проход, кстати, один. Чего добыть? В траве так вообще ее заметишь. Отлично. На тебя и отравление кидает, и эти мужики тебе еще просто с одного удара почти убивают. Все, я ухожу. И в сторону никак не отбежать. Просто они безумием этим херачат и херачат. Все, я отошел от какого-то этого. От какого-то места. Он самовыпилился. Идиот. 3000 плюсов. Кардос. Это какая-то хрень. Давай дернем. Тройство не работает. А чё это оно не работает? Я должен пригнать сюда лифт? Понятно. Короче, с той стороны я притащу лифт сверху, и это будет как срезка, короче, пахать. Но вот это вот я что-то пока не подозреваю даже, для чего этот рычаг. Сейчас мы долго и упорно будем бежать по тому мосту и подниматься наверх. Опять замес начался. Я вот только видел одного моба, кто такое безумие накладывает. Это вот с такими мозгами вместо головы. И у них еще щупальца из башки торчат. Кстати, у меня два пузырька всего осталось. Вот и мне пиздец пришел. Блять, они тут все собрались, сука, ну тут... Ну как?
Значит, их надо мочить, пока в тебя стреляют вот этим безумием. Иначе они тебе пройти не дадут через мост. Ладно, я хотя бы в одну сторону сбегал, а то хорошо. Да. Это все фонит, короче, фармом отголосков крови сначала. Ой, какие отголосков. Фарм пузырьков, и надо побежать оттуда на этот мост, где только что я сдох, через другой костер. Это раз. На этом мосту. Сначала всех оборотней надо убить, а потом уже исследовать его. С учетом того, что на тебя постоянно безумие швыряет. И у тебя хп некоторое время. Да, еще какой паровоз. Ну, серьезно, по идее, они должны в какой-то момент останавливаться все-таки. Ну, типа, не бежать за тобой. А тут им целого моста не хватило, чтобы остановиться. Вот, допустим, вот этот мужик, если я вот здесь, вот сюда зайду, он перестанет за мной бежать. У него есть определенная точка, где он бежать за тобой заканчивает. Еще из птичек камни не валятся, кстати. Нахуй мне эти кровавики осколки. Реально уже можно продавать. Все равно я другие пушки качать не буду. Большой камень соберу, я вот это вот заточу до максимума. Клинки так чисто по приколу оставлю. Бля, но все равно мне кажется, то, что когда вот этот... Иногда эти мобы фразу такую произносят. Мне все равно кажется, вот. Вот он реально говорит пиздец, финиш. Давай, без парирования заряженным ударом. Оп. 3. Следующий. Оп. Иногда с них 4 падает пузырька. Кстати, деда уже этого можно не убивать. У меня там в сундуке 240 пуль, по-моему, лежит. Их вот. И вот что, их я нафармил, короче. Да ебени матери, я столько парирований не делаю. Кстати, я поставил же точно себе руну, там 24 пузырька я с собой могу таскать хилов. И придется максимум забить все карманы. Потому что я не знаю, сколько я на этом мосту сейчас проторчу. Ну вот в этой локации. Потому что на тебя летит 2 оборотня. С каждого оборотня выпрыгивает еще по 2 змеи. Плюс еще 3-й оборотень ходит. Еще и сверху безумие кидает. Пиздец. Короче, хидатака в своем репертуаре, как обычно, нахуй. До босса тяжелее бежать, наверное, чем сам босс. О, 4 пузырька. Ебать. Аттракцион щедрости. Прям за гриву меня сапнул. Ты смотри как. Да нахуй мне эти кровавики ваши. Их можно продавать, в принципе. Все равно качать ничего не буду. Так они стоят-то понты, кстати. О, и с этого тоже пузырек упал. Прикольно. Все равно к мужикам спускаться.
Отошел. Пиздец, финиш. Раньше там что-то бегаешь, так чик-чик, выцеливаешь там что-то, чтобы конкретно спарировать его там, чтобы потом добить. Один раз парирование делаешь, потом еще пару раз, по-моему, надо по нему ударить, пока он встает, тогда ты его завалишь. А сейчас просто заряженным ебок ему в морду и все. Даже патроны не надо. Так, все, хилки я максимум на это. Пошли в этот кошмар Мэнсиса. Будем сейчас кошмариться. У меня 7 успокоительных, которые, кстати, бабуля дала еще. 5 штук она мне дала. Выдала просто. А вот, успокоительный есть. Руна на безумие тоже стоит, так что... Нет, шмот нельзя прокачивать. Шмотки это не про эти. По-моему, и в Dark Souls тоже нельзя шмотки прокачивать. Не то. Вот это. Хоры Мирго, нижний уровень. Хоры Мирго. Вот в этих Хоры Мирго локации на верхнем уровне у нас лежит самый вот этот большой кусок кровавика для прокачки пушки на плюс 10. О как. Так глядишь и за бладик шарить, можно сказать, на чё. Вот сейчас, в принципе, по любой локации, если я крутанусь в любую локацию, которую я уже прошел, я, в принципе, могу вспомнить вполне, где что находится. Вот что-что, в играх от Хидетаки ты хорошенько локации запоминаешь. Даже спустя какое-то время ты помнишь в этих локациях, что находится. Да, в каждой псины у тебя по 2 змеи улетает. Ебанутых. И хп постоянно, просто вот она утекает, блядь. Все, закончила, остановилась. Ёбак. Давай, змей свои. Тихо, быстрее, лечись, блять. Я какую-то миллисекунду не успел просто. Твою мать. В Dark Souls, по-моему, в первой и в третьей единственное, что из полезного, ты можешь прокачивать щиты. Щиты и пушки, короче, в Dark Souls качаются. Шмот не качается нигде. Чего, блядь? Что за ваншоты, я не понимаю. Это пиздец вообще какой-то. Какая-то странная вообще дичь просто. Я не знаю, на тебя летит один моб, за ним за спину прыгает второй. Сверху тебя херачат безумием. Еще из первого у тебя, блядь, не только ток вылетает, но ты его, так как ты его добил, у тебя еще сверху в этот момент вылетает еще 2 этих такого. 2 змеи. Тут, по-моему, или так оборщенул чуть-чуть по сложности. Где вторая змея? Я второй змеи, блядь, не вижу, это плохо. Только не спрятаться же никуда. Ебучие камни. Я еще когда-то успел ебануть. Почему одна змея? А, понятно. Чтоб потом 3, блядь, из кустов сразу, сука, выпрыгнули.
Блять. Что за говно вообще происходит? Вот как так-то? Оборотни тебя не убивают, тебя убивают 3 змеи, которые прячутся в кустах. Точнее, 2. 2 прятались, одну я видел. Охуеть вообще просто. Хоть банку себе еще одну не улепил, пока лечиться. Он еще и огнем стреляет. Какой волшебный моб. Блять, жизни вообще нету просто. Просто на минуточку. Это левел обязательный. Это сюжетный уровень. И это только начало уровня. Пиздец. Они тебя все лупят просто. Камера, блядь, себя ведет как истеричка. Да пошел ты нахуй. Пиздец. Тебя со всех сторон хп снимает. Да, блядь. Это паника просто начинается. Да, блядь, ты сдохнешь, нет? Пиздец. Блядь, это жесть какая-то. Секунда. Реально секунда на то, чтобы отличиться. Ебанутый вообще, блядь, локация какая-то. На всю башку. И тишина. Нет, не тишина. Все нормально. Там что-то закончится вообще. Естественно, ты даже лечиться не успеваешь. Охуеть, сколько этого говна атак? Ёбаный моб, нахуй. То есть он бьет тебя, короче, рукой. Он тебя херачит огнем, он тебя херачит молнией, он тебя кусает. И еще сверху вот грызет вот так сверху за голову так. Насаживается. И еще с него 2 змеи вылетает. По-моему, это лишка вообще. Перебор, реально. Короче, пошли вы нахуй. Со своими ёбнутыми мобами. Тут же ничего нету. Все, до свидули. Не, мне пройти не дадут. Вон там у них ульта полетела, короче, вообще жесть какая-то. Чё так? Сейчас, подожди, я прочитаю. Блять, они все не заканчивают даже бежать за мной. Ну хотя бы у меня закончило накладываться безумие, просто стакаться одна к другому. Нахуй пошли. Кусок кровавик. Понятно. О как! Это говно за мной бежало еще с моста. Думаешь, какие-то ловушки стоят на полу? Не знаю, давай сейчас внимательно я пройду, посмотрю. Ну, пиздец, столько хилов у меня улетело. Просто вот из-за 3 мобов. Нет, я вот просто ни на что не наступил. Это визуально никак не выделяется. Охуеть локация просто. Там как стрелы из земли. Да вот я сейчас их не задеваю. И они все бегут за мной просто. Пиздец. Это самые двинутые мобы в игре, короче. Официально, блядь, заявляю. Тут кусты. Они продолжают за мной бежать.
Вот, он наконец-то только сейчас от меня отстал. Почему-то у него минусуется здоровье. Сейчас я посмотрю. Я понял, что за этим. Что за красные штучки ты имел в виду. Так, там у меня второй шарашит уже. Давай, если тут костер есть, я его сразу же открою и скажу, гляну, что же за такие хреновины. Может, это действительно так. Я понял. Да дайте хоть замахнуться. Так, а это мелкое говно, она... Блять, я сейчас отъеду. Просто по сравнению со сложностью предыдущих локаций градус взлетел как у Nintendo просто. Я отвечаю. Надеюсь, этот паук и будет один раз падать на тебя, а вот там еще и, блядь, банда висит. Твою мать, а? Ну и локация, а? Какая-то жопа вообще. Балкончик. Ладно, все-таки пошли туда. С 3 пузырьками новая комната. Ну, короче, я не жилец. Пять ударов мужик делает. Я посчитал. На пролом уже просто иду. Это надо было более деликатно все, короче. И у меня почему-то 10 озарения целая. Давай этого тоже завалим. Они на грутов похожи, без шеи. Так, вот ты говорил, что вот здесь какие-то красные точки. Вот они. Поверим, да? Теорию. Ну, вот эти красные кусты. Нет. За них 3000 дают. Нет, слушай, я вот у них сейчас стою, вот они. Я их вижу. Нет. Ничего на меня не накладывается. Никакого безумия. Блять. Он меня увидел все-таки. Что тащи утырки, как они бесят. Я успел его завалить. Ай, блять, точно, с них же еще и змеи выпрыгивают. Дайте полечиться чем-нибудь. Нахуй, я раскладной дубиной лучше. Пиздец. Сейчас, если на меня безумие какое-нибудь свалится или еще что-то, то все. А чем мне сюда идти? Все равно терять уже нечего. Я хотя бы сразу же после дверей буду знать то, что у меня тут валяется хилки.
Если вообще получится пробежать сюда. Постоянно такой гвалт. Неприятный. Шипение как. Чё, они падать-то будут? Тишина. А чё они не упали? Блять, вот они упали. Костяной клинок шамана. Ну это типа ножей, короче. Слезай. Второй пока не слезай. Вот я что думаю. Второй сам захотел прийти ко мне. А, блядь, ну почему вас двое? Один оказался быстрее другого. У них были соревнования, кто до меня укусить за жопу прибежит первым. Тот победил. Так, все, тут больше никого не висит. Отлично. По идее, если бежать по прямой. А вон где второй взялся. Бежать по прямой, то я так или иначе должен выйти вот отсюда. А это тут что, никак не соединяется? Проверим. И стеночка не волшебная. Мельчает Хидетака. Хотя он в основном любил такие стенки делать у нас в Elden Ring. В Дарках их не так уж много было, но тоже были. Вот в Elden Ring их просто тьма. В принципе, и сама по себе игра большая. Кстати, мне на один удар здоровье. Отлично. Просто как минер сейчас хожу тут. Коля, что ли? Да не, это не Коля. Это стоит, кто стрелять умеет по-любому. Эти глаза, это не пауки, это глаза какие-то стеклянные. Чё на меня никто не падает с потолка? Я начинаю подозревать халтурность. Вон, Коля ушел, кстати. Если это Коля, конечно. Мужчина. Понятно. Жира у этого мужика до одури. Оп. Четвертушечку я у нее сбрил. Надеюсь, он больше не появится. Еще радоваться умеет, кстати. Как и охотник. Ну сейчас просто напролом, прям сразу же к нему. Минуя всех пауков там и так далее. А. У меня ни одной лечилки нет. Потому что все сбрили вот эти уроды. Давай проверим. Вот безумие начинает накладываться. Ты даже вот на месте стоишь. Это камни. Дело не в том, что ты находишься на каких-то красных... на какой-то красной траве или еще что-то. Нет. Просто кто-то сверху на тебя накладывает безумие. Такое было у нас в Elden Ring. Там подходишь к одной башне, большой и толстой. И там на тебя, короче, накладывается безумие. Там стоит мужик один наверху. И он с самого верха этой башни, он на тебя вот это безумие накладывает. Он причем тебя видит, а ты его вообще нет. И ты сначала должен подбежать, чтобы скрыться из зоны покрытия вот этого безумия. Там огородами перейти, убить всех крыс там и так далее. И все, и тогда у тебя только... Ты сможешь пробраться к этому мужику, забраться наверх. И тогда только вот убить его, чтобы в этом районе у тебя безумие не спавнилось. Короче, такое уже было. То есть в Elden Ring это не новость. Оказывается. Это уже было в Bloodborne.
Наверное, очень круто играть в Elden Ring тем, кто не играл ни одной игры от Фромов. Потому что, по идее, все самое интересное он взял со всех игр по чуть-чуть. Ну как бы, не то, что прям самое интересное. А вообще, вот он взял все какие-то идеи из предыдущих частей своих игр. Все это просто запихал в одну. Натянул это все на большой открытый мир, как бы, и все. И 12 миллионов копий. Да сейчас уже, наверное, миллионов 14 копий проданных. Ну чё ж, монеты только дал. Чалька. Я думаю, что тот охотник, он злющий, наверное, и на него много хилов уйдет. Хотя давай так сбегаем. Все равно. Если что, побежим на следующем стриме. Думаю, то, что до основного босса Миколаша, до основного босса еще там идти, короче. Будем перебираться по мостам, наверное, с одного собора в другой, там и в третий. Так. Да, кошмар Мемфис. Ну да. Ctrl-V, Ctrl-C, когда так и сидел и спамил просто. Ну, по сути-то он так и делал в Elden Ring. Там сколько? 168 боссов, по-моему. Или 138. В общем, до конца больше соточки боссов. И они ж, по сути, ну, разных там боссов, ну, штук 10, наверное. Все остальные боссы повторяются. Там даже некоторые повторяются не по 2 раза, а там по 3, по 4 раза. Самый первый босс, на которого ты натыкаешься, он потом еще трижды повторяется. Или дважды, что-то такое. Всадников тех же самых он там пораспихал. Я уже молчу про драконов, просто ты там, я не знаю, как истребитель драконов летаешь. Кстати, большой паук все равно на месте. Плохо. А мы ему между лапок просто. В ноги прошел, как борцуха. Пошли вы в жопу со своими пауками. А этот товарищ интересует теперь. Оп. У него меч Людвига, кстати, по-моему. Судя по ножнам. Блять, пыльцой какой-то херанул меня. Ёбок. А за мной пауки все ползли. Я бы сейчас еще чуть подольше с ним ковырялся, и они бы точно меня догнали. Усили бы за жопу. Но ни одной хилки я не потратил, по-моему. Короче, надо помнить то, что ты с ним еще дерешься, во-первых, в узком проходе, во-вторых, он него еще, он может поливать слейки со своей еще какой-то херней с пыльцой. Насколько я понял, она шатает. Ебаный, блядь. Ну, тут чисто просто спидранишь пол локации. Ну, вот из-за вот этой вот дичи. Реально тут Хидетака пужанул просто. Перебор. Такое себе, знаешь, когда ты бежишь по локации, урон на ровном месте получаешь, и не понимаешь, из-за чего. Ну, типа, без объяснений, вот тебе пизды, короче. Это как с утра, знаешь, проснуться просто и въебло получить ни за что. Слишком много пауков за мной бежало. Я их не успел перелубить. 27 тысяч минусом. Или 30, что-то такое.
Ну, получается, мне надо их убивать, иначе они догонять меня будут. Пока я с этим мудаком бьюсь. Ладно, минус 1 пузырек, минус 27 тысяч. Ну, уже вполне, знаешь, можешь себе позволить 20-ку просрать, по-моему. Очень интересно все-таки. Что же, кто же? Кто же на тебя швыряет безумие? Я думаю, что кто-то сверху в соборе там сидящий. Давай опять попробуем в узком коридоре пауков полупить. Только надо будет как-то поактивнее их, что ли. Я вот не вижу просто из-за тех, кто подыхает и начинает там исчезать во все. Я не вижу, сколько осталось их штук. Блять, вот так опять. Опять я не увидел. Он просто то ли долго бежал, отстал от всех. Я же не думаю, что это жирная падла их спамит. Она бы тогда их бесконечно выпускала. А что за свет тут появился такой? Походу это глюк игры. Ну-ка попробуем, да, его спарировать для прикола. Здравствуйте. Пол здоровья. Бам-бам-бам. После того охотника, который охотник на охотников, вот с которого такие пушки выбиваются, вот этот, ну просто какой-то пососный клоун. Кстати, неплохо за него дали. 14, что ли, тысяч. Круто, чё. Шагов каких-то много. Либо это кто-то... Угу. Они просто босиком, и они поэтому так топают. А очень похоже, что у них несколько ног. Так. Может быть, и по логике вещей, тут есть резон поискать костер. Где-то рядом. Что дают? Желтый хребет, понятно, это для чашки. Ну, подземелье открывать. Ингредиенты, короче. Чего вы все разошлись-то по углам? Пока он не ультует вроде. Топаю забавно. То есть самая жоподерка в самом начале локации. Потом просто вот эти вот что-то топ-топ. Еле ходят, короче. Старички. Ну, возможно, знаешь, у них там голова открывается, и там просто еще какая-нибудь ебанина жуткая вылетает. Странные они какие-то. Я вижу, где срезка, кстати, есть. Оптом. Пока они вообще безобидные абсолютно. Там спуск в библиотеку, да? Ладно, я тут блестяшку где-то видел. Он там за ширмой. 4 сотки за каждого. Если был бы здесь костер, как бы, то можно тоже посчитать местом для фарма.
А выход вот там вот он. Сначала уж ладно. Давай, мы используем вот этот лифт, который нас поднимет как раз на самое начало локации. Ну вот здесь. Вот тут костер будет с левой стороны. Будем на этом закругляться. Вот она, короче, срезка тебе. Срезку я открыл. Это у нас получается Хоры Мирго, нижний уровень, вот этот костер. Вот. И потом дальше уже будем сам замок исследовать уже на следующем стриме. Так, пока будем закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи. Пока.